Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Давайте, друзья, вместе представим волну. Вот она сначала спокойно отходит от берега, а затем стремительно набирает силу и накрывает все вокруг. Именно такое впечатление оставила коллекция Etro «Осень-зима 2026-2027», презентация которой состоялась на неделе моды в Милане. В этом сезоне пока еще действующий креативный директор именитого итальянского дома Марко де Винченцо показал не просто красивую модную одежду. Он раскрыл настоящую сущность Etro – бренда, который всегда балансирует между традициями и фантазией, сдержанностью и яркой эклектикой. Почему я сказала «пока»? Дело в том, что в марте 2026-го компания сообщила об уходе дизайнера с поста руководителя после почти 4 лет работы, за время которой он явно вдохнул в Etro новую жизнь с его ярким максимализмом и самобытным стилем бохо. Но, как было официально заявлено, решение принято по взаимному согласию сторон. И на момент записи видео я не нашла точной информации о возможном преемнике де Винченцо. Однако, дорогие мои, вернемся к самой коллекции. Модное действо устроили в одном из миланских небоскребов. Выставочное пространство в этом впечатляющем здании в форме граненого бриллианта эффектно оформили аркадой из бархатной, разной по цвету бахромы. И хотя шоу проходило в деловом центре города, общая атмосфера показа создавала ощущение непринужденного, спонтанного путешествия. Без маршрута, без карты и бесконечного пункта назначения. Впрочем, коллекция Etro давно вызывает ассоциацию с людьми, которые собирают впечатления по всему миру и легко смешивают в одном наряде элементы разных культур. Де Винченцо лишь подчеркнул этот момент. В осенне-зимнем сезоне, уже по традиции, как и в предыдущий, он отправляет девушек Etro исследовать новые земли и находить для себя что-то особенное в дальних краях. Для этой кругосветки не иначе у Марка достаточно приготовлено интересных и стильных вещей, где в модных образах он объединяет свободу и дисциплину, элементы мужского гардероба и богемную эстетику, строгость и максимализм. В начале показа все выглядело неожиданно спокойно. Казалось, перед нами один из самых сдержанных сезонов Etro за последние несколько лет. Но это было очень обманчиво. Только небольшое вступление, действительно похожее на нарастающую волну. Старт коллекции строился на приглушенных осенних оттенках – сером, табачном, коричневом, бежевом, темно-синем, бордовом. Цвета напоминали о старинных библиотеках, английских поместьях и охотничьих клубах. Постепенно палитра оживала. На подиуме появились насыщенные зеленые, золотые, рубиновые, ярко-розовые и карамельные тона. А к финалу шоу цветовая гамма заиграла по полной. Словно художник сначала делал карандашный набросок, а затем решил использовать сразу все краски. Из череды эффектных нарядов стоит, пожалуй, выделить бушлаты с золотыми пуговицами, которые можно и нужно носить как с кожаными брюками в красивом ирисковом, так и с джинсами в светлом синем тоне с легкой потертостью. Еще рискнуть и дополнить аутфит меховой шляпой-треуголкой, а на бедра повязать клетчатый шарф с бахромой, который, к слову, стал частью конструкции верхней одежды. Не меньшего внимания в гардеробе Etro достойны шерстяные брючные костюмы с рисунком по ткани в мелкую клетку и с декоративной окантовкой из перьев. Их сменяли на подиуме комплекты из теплого свитера крупной вязки с замысловатым узором, плюс юбка из такой же клетчатой шерсти. Конечно, не обошлось без фирменного принта пейсли, который сегодня украсил многоярусные летящие платья с воланами. Не менее хороши и те, что в разноцветную полоску. Многие образы смотрятся так, будто действительно собраны из воспоминаний о многочисленных путешествиях, что идеально поддержали аксессуары. Сумки-мешочки из бисера, броши и колье, похожие на старинные амулеты, грубые ботинки и сапоги, в которых можно отправиться в далекий поход. По мере развития модного действия в каждом наряде становилось заметно все больше дизайнерских смелых решений. Например, меховые изделия, лохматые, дикие, но при этом они не пытаются имитировать натуральность. Наоборот, вещи подчеркивают свою необычность и создают собственную визуальную реальность, в которую полностью погружаешься во второй половине показа. Ближе к финалу, друзья, вы увидите платья и юбки, щедро расшитые цветными перьями и сверкающими пайетками, украшенные объемными сказочными существами, птицами и фантастическими животными. Они словно оживают во время движения моделей.
И здесь прекрасно заметны главные черты характера Этро. Декор никогда не играет второстепенную роль. Коллекция получилась смелой и очень живой. И пусть она не стремится понравиться каждому, а поклонникам минимализма вообще может показаться слишком насыщенной и перегруженной в деталях и красках, но именно в этом ее сила. Ведь мода в исполнении Этро была и остается источником удовольствия и ярких эмоций. Она про связь времен и разных культур, про личную историю, которая вплетается в ткани, силуэты, узоры. Приятного просмотра, друзья! С интересом жду ваши впечатления в комментариях. Всем красоты, позитива, добра и обязательно только теплого, солнечного настроения!